Как много неизученного и неизведанного таит история нашего города. А возможно, все давно изучено, просто документы утеряны. Люди, кто занимался исследованием истории города, покинули нас. И что остается? Только искать самим. Поэтому сегодняшнее видео об интересной истории нашего города, которая до сих пор хранит свои секреты и следы. Надо только знать, где искать и куда смотреть. Ну что ж, подсказки я дала, теперь обо всем по порядку. Идея и тема этого видео возникла случайно. У нас в городе достаточно много историков, краеведов и просто неравнодушных исследователей родного города. Иногда в нашем городе блогер Анна проводит встречи для всех желающих, посвященных истории и архитектуре города. Ее профиль в Инстаграме я укажу под видео. Так вот, на последней встрече была затронута тема утраченной застройки на площади Советской. Дело в том, что здесь находилась ратуша, дворец Радзивиллов и огромное здание Баторьевки. Да-да, раньше Баторьевка имела совершенно другой вид. Это здание было построено во времена Стефана Батория как временная резиденция, пока шел ремонт и благоустройство замка, который сейчас называют Старый. Собственно, он тогда был единственный, новый еще не был построен. И топоним Баторьевка, кстати, придумала Элиза Ожешко, которая называла это здание «Дом Батория». И впервые топоним Баторьевка применил в своих трудах Евстафий Орловский в 1910 году. Позже это здание перешло к магнатам-сапегам. С 1673 года Гродно стал сеймовым городом, и здесь проходил каждый третий сейм Речи Посполитой. С начала 1673 по 1978 года заседания сеймов проходили в Старом замке. Но во времена Северной войны в 1708 году замок был очень сильно разрушен, и для заседаний было решено перестроить один из гродненских дворцов Сапег. Выбор пал на Баторьевку. И в 1717 году здание снова было перестроено, уже для проведения в нем заседаний сеймов Речи Посполитой. И в эти годы проведения сеймов Баторьевка становится резиденцией Августа II. И существует мнение, что для Августа был построен переход из резиденции в теперешний, называющийся Фарным костел, чтобы король не ходил по улице. Но вот что интересно, и на какой вывод меня подтолкнула Анна на своей встрече, посвященной утраченной архитектуре. Дело в том, что она на своей презентации сделала визуализацию наложения бывшего здания Баторьевки, уже перестроенного для сеймов, на современную карту города. Вот посмотрите, как это выглядит. И получилось, что оканчивалось это внушительных размеров здание в районе дома номер 11. Это место совпадает с сеймовым залом дворца. А я в это время как раз снимала на видео подвал дома номер 11. Известный факт, что дома в нашем городе построены часто на фундаментах тех домов, которые стояли здесь ранее, и подвалы могут быть одного века, а само строение над ним уже следующего. Просто потому, что в нашем городе часто бывали пожары, да и сами здания меняли владельцев, разрушались по тем или иным причинам, поэтому вполне возможно предположить, что подвал дома 11 – это как раз остатки того сеймового здания XVIII века. Вот такая история с продолжением. Подвал глубокий, с высокими более 3 метров потолками. Здесь прохладно и, на удивление, легко дышать. Сводчатые потолки аккуратно сведены ровно в центр, а на полу тоже остатки кирпича, выложенного, что называется, елочкой. Где-то можно увидеть старые гвозди, торчащие из стены, неизвестно когда и кем вбитые здесь. И все это, конечно, смотрится очень загадочно и интересно.
Уже позже, а именно в XIX веке, в 1861 году, над подвалом на старом фундаменте строится дом с современным адресом Карла Маркса, 11. Согласно исследованиям гродненских краеведов, это было домовладение Абрамского. В здании с 1865 по 1882 работало фотоателье старейшего гродненского фотографа Ивана Садовского. С 1881 года здесь находилась фотомастерская другого известного мастера Якова Соловейчика, а затем его сына Осипа. В начале 20 века в здании работали различные страховые товарищества. В 1920-30-е здесь была частная гимназия, а на первом этаже размещалась пивная Сидранского. В 1927 году стоматологический кабинет Геллера, а уже ближе к нашему с вами времени, после Великой Отечественной войны, здесь был областной строительный трест, комитет ДСААФ и контора горпищеторга. Были ли в этом здании жилые квартиры? Таких сведений я не нашла. Если кто знает точно, напишите. Всем будет интересно. Может быть, кто-то здесь жил и может рассказать о доме что-то необычное. Сегодня здесь расположен частный музей, на мой взгляд, один из лучших в городе Арсенал, музей парадного наградного оружия. У меня на канале уже есть видео об этом музее, и кажется, я уже столько о нем говорю, но все равно находятся люди, кто пишет, что впервые о нем слышат. Ну, вот так бывает. А музей очень стоящий, один из тех, которые я рекомендую обязательно к посещению. В смысле этого слова прикоснуться к истории. Но перед тем, как мы будем трогать историю руками в прямом смысле, небольшой ликбез, как правильно обращаться с антикварным оружием. Потому что у нас галерея холодного парадного оружия. И сейчас я вам покажу, как правильно обращаться. Здесь иногда проводятся театрализованные тематические экскурсии с погружением в атмосферу XIX века. Все можно трогать, мерить и фотографировать. Ну где еще в музеях такое бывает, скажите? И вот как раз подвал принадлежит музею «Арсенал». В планах тут открыть что-то, конечно же, но пока что будет, они еще сами не знают, потому что, конечно же, надо пройти много согласований, разрешений для того, чтобы эта постройка соответствовала различным критериям, которые и требованиям, которые предъявляются к объектам различной направленности. Поэтому что здесь будет точно сказать пока невозможно. Но из интересного, в подвале при расчистке его и ремонте были найдены монетки в мешочке. Нашли настоящий клад. К сожалению, то, как он хранился, он до нас дошел в абсолютно неценном нумизматическом, держите. Это настоящий клад. Но нумизматической стоимости практически у него нет, потому что из-за того, что, скорее всего, прогорела кладка, монеты вышли из... Монетки 19 века. Особой ценности они не имеют, но сам факт, что в старинных подвалах города до сих пор можно что-то найти, просто поражает, согласитесь. Так что уже и нет тех домов и тех строений, которые были над ними, а подвалы стоят, живут и переживут еще не одно столетие, судя по всему. И как же было бы замечательно, если бы все это удалось сохранить для будущих поколений. А вы что об этом думаете? Напишите в комментариях. Вот такое небольшое видео, познавательное, интересное, мне кажется, у меня получилось с историей, и удалось приоткрыть завесу, что же здесь было раньше. Если вам понравилось, ставьте лайк, это ваше маленькое спасибо мне. Пишите комментарии, рекомендуйте мой канал друзьям и знакомым, чтобы еще больше людей узнавало о нашем городе и хотело сюда приехать. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!